Всем добрый вечер. Мы ложимся спать и продолжаем читать книгу «Башня с воспоминаниями». Остановились мы на 21 главе «Под арестом». Из окна своей комнаты Нэнси и Виолетта видели, как два полицейских выводят мать из дома с башенкой. Было раннее утро, и лишь пара горожан указывали матери вслед и шептались у нее за спиной. Из-под краев ее пальто выглядывал подол пеньюара, надуваясь, словно парус в бурном море. Виолетта была бледной и молчала. Она забралась в кровать и натянула одеяло на дрожащий подбородок. Нэнси хотела сделать то же самое, но она, как старшая, должна была присматривать за сестрой. Наверное, надо ее утешить, сказать правильные слова. «Все будет хорошо, Виолетта», – успокоила Нэнси сестру. Она произнесла это с большим убеждением, хотя не чувствовала уверенности в удачном исходе. В полиции скоро поймут, что совершили ужасную ошибку. Просто смешно предполагать, будто мама действительно пыталась поджечь дом мэра. Виолетта не ответила и посмотрела на сестру с сомнением. В дверь тихо постучали. В комнату осторожно вошел дедушка. Волосы у него были растрепаны, на лбу выступили капли пота. «Мы все слышали», — сказала Нэнси, подходя к аптекарю. Дедушка сощурился. «Это все я виноват», – прошептал он. «Не надо было писать вашей маме и просить ее приехать». «Почему вы позвали ее?» – спросила Нэнси, не в силах сдерживать дрожь в голосе. «Я знаю, что это связано с мэром, и по ночам вы носили куда-то свертки. Вчера вечером вы были рядом с домом мэра. Но почему маму обвинили в поджоге? Это ведь ерунда какая-то». Дедушка опустил голову и потер покрасневшие щеки. «Нэнси, дорогая, мне очень жаль, что так случилось. Мне нужно подумать, как выбраться из этого затруднительного положения. Но мы не можем просто отдать маму полиции. Надо что-то делать. Может, связаться с отцом?» – неуверенно предложила девочка. «Нет, пока рано», – устал, ответил аптекарь. «Это все из-за меня, а значит, я сам должен все исправить. Постарайтесь не волноваться. Я спущусь, когда подумаю и приму решение. Пожалуйста, не выходите на улицу и никому не открывайте». И с этими словами он поковылял на площадку и стал подниматься по лестнице. Скоро сверху послышался хлопок двери, отразившийся во всем доме. Нэнси села на край кровати, дрожа от страха и неопределенности. Она услышала, как у Виолетты заурчало в животе, и увидела, что сестра грызет ногти. Она была в отчаянии. «Мне кажется, на кухне еще остались оладьи. Папа всегда говорит, что на голодный желудок решений не принимает», — сказала Нэнси, стараясь придать голосу бодрости. «Папа? Следует ли выполнять пожелания дедушки и держать отца в неведении? Он, разумеется, должен знать о несчастье и сможет помочь. Однако телефона в доме не было, а чтобы отправить телеграмму, нужны деньги». Девочка закусила нижнюю губу. «Надо поговорить с Ильмом. Вдруг он сможет помочь. Но сегодня вторник, и друг наверняка в школе. А пока ей не удается с ним связаться, нужно быть сильной ради Виолетты». Хотя в действительности Нэнси готова была рискнуть, и неприятная дрожь сотрясала все тело. В полдень ставни в аптеке все еще оставались закрытыми, и в доме с башенкой царила могильная тишина. Нэнси и Виолетта сидели за кухонным столом. Старшая сестра так и не притронулась к своим оладьям, а младшая поклевала совсем чуть-чуть. На щеках у Виолетты остались дорожки от слез. «Хочу к маме», — шмыгнула она носом, — «и к папе. Не хочу больше оставаться в этом дурацком старом доме. Хочу домой». «Домой?» Они покинули родное гнездо всего 4 дня назад, но, казалось, прошла уже целая вечность. Жаль, что нельзя рассмотреть лиц в телескоп, увидеть разделяющие два города поля, реки, долины, фабрики и каналы, и, наконец, их жилища со знакомыми желтенькими занавесками, полированной мебелью и псом Монти. Твоего пса тоже, кстати, Монти зовут, да? А, Моти. А у них Монти. Да, покажи Моти своего. Вот, это Моти. Да, наш пес. А у них Монти. А у вас есть пес? Это не собака, это волк. Ну да, у нас волк, а у них собака. В заднюю дверь осторожно постучали. Нэнси подняла голову. За мутным стеклом стояла долговязая фигура. Ильм. Девочка вскочила, отбросила стул, отперла и распахнула дверь. «Ты разве не в школе?» – воскликнула она. «Улизнул на большой перемене. Слышал, твою маму арестовали. В школе только об этом и болтают». Нэнси кивнула, и у нее на глазах выступили злые слезы. Она поморгала, чтобы не плакать.
Нельзя распускаться в присутствии Виолетты и нового друга. Невероятно, пристально глядя на Нэнси, сказал Ильм. Зачем она пыталась сжечь дом мэра? Он вошел и сел за стол рядом с Виолеттой. Длинные худые пальцы забарабанили по деревянной столешнице. Нэнси помотала головой. «Мама этого не делала», — ответила она, запирая дверь и падая на стул напротив них. «Мама говорит, что это ошибка. Но как такое может быть? Мама очень не любит мэра», — медленно проговорила Виолетта. Она бросила на сестру и ее друга нервный взгляд и принялась грызть и так уже неровные ногти. С улицы донесся грохот тачки, подпрыгивающей на булыжной мостовой. Из трубы послышалось воркование голубя. «О чем ты?» – спросила у сестры Нэнси, наклоняясь вперед. В глазах у Виолетты стояли слезы. «Если ты знаешь что-нибудь, что может помочь твоей маме, скажи, это очень важно», – мягко произнес Ильм. «Мама?» – она сказала. Виолетта запнулась. «Ну говори, не бойся», – подбодрил ее Ильм улыбкой. «Это было, когда мы играли в прятки», – начала Виолетта, глядя на Нэнси. Она кивнула. «Помню, я нашла тебя в башне». Виолетта потерла красный нос и шмыгнула. «Сначала я спряталась за занавеской на площадке около маминой комнаты. Она вышла и разговаривала сама с собой. Она сказала, хоть бы мэр никогда не рождался на свет. Это значит, что она хочет его смерти?» Нэнси откинулась на спинку стула. По коже у нее пополз холодок. Это объясняло, почему Виолетта вела себя так странно при упоминании мэра в последнее время. «Так вот, может быть, мама и правда пыталась сжечь его дом?» – тоненьким голоском спросила Виолетта. «Там ведь нашли ее платок?» Нэнси покачала головой, размышляя, возможно ли такое. Полицейские утверждают, что у них есть свидетель. Мама не отрицала, что прошлым вечером была у дома мэра. Неужели она пришла туда, чтобы совершить поджог? Если ее признают виновной, то без сомнения посадят в тюрьму. Нэнси вспомнила, что однажды отец рассказывал ей про человека, который случайно поджег поленницу дорогой древесиной, принадлежавшей его работодателю, и его приговорили к 3 годам тюрьмы. Нэнси почувствовала горечь во рту. Нужно действовать быстро, чтобы доказать мамину невиновность. Сделать они могли только одно – пойти в полицейский участок, узнать, кто свидетель, и выяснить, что будет с мамой дальше. Вот мы и прочитали очередную главу 21. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.